Друзья, всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Давно не записывал видео сюда, все потому, что новости не очень хорошие. Как-то все очень грустно в последнее время у меня. Какая-то черная полоса, знаете. Хорошего только то, что за черной всегда будет белое. Я в это верю, я на это надеюсь. Самая главная, наверное, неприятная новость — это то, что моя невеста решила отменить свадьбу. Не отменить, а перенести, вернее. Пишет мне сообщение. Хочу немножко пояснить. Многие писали под моими видео, что фу, мужик выносит ссор из избы, что-то там рассказывает. Это мой дневник, и здесь я делюсь событиями, которые происходят в моей жизни. Без подробностей каких-то интимных, личных, семейных, короче, если это можно так сказать, не вынося ссор из избы, но тем не менее рассказываю о том, что со мной происходит. Обычно о таком принято молчать, но мне почему-то хочется делиться, рассказывать об этом, в том числе запоминать свой путь, фиксировать его на видео. Не знаю, почему так произошло. Конечно, я приверженец того, что в любой ситуации 50 на 50, да, в том плане, что 50% зависит от партнера, 50% зависит от меня. Я абсолютно никогда не считал себя каким-то идеальным, никогда так не скажу. Просто были комментарии, что «ох, идеал нашелся». Нет, я не говорил этого в том видео. И я так не считаю. В любой ситуации оба человека несут равную ответственность. Вот, и если говорить о том, почему девушка передумала праздновать свадьбу, она у нас была намечена на 21 мая. Мы решили, да-да-да, не удивляйтесь, мы решили отпраздновать свадьбу в мае, подали заявление в ЗАГС. Кстати, надо будет проверить, можно ли его отменить. Чисто чтобы, знаете, не занимать место, и какая-то другая пара могла забронировать эту дату, этот день, потому что у нас в питерских ЗАГСах с этим напряженка. А у нас ЗАГСы расписаны на долгие годы вперед. Если говорить о том, почему это произошло, что у меня, что у нее сейчас не самый лучший период в жизни, как я уже говорил, много чего не очень клевого происходит. У меня какие-то проблемы с работой. Напишите, я не знаю, в комментариях, как у вас сейчас с этим обстоят дела. Непростое время у нас с вами сейчас мы живем. Я знаю людей, у которых все отлично, все хорошо, а какие-то вот такие профессии типа сферы услуг сейчас не лучшие времена. Поэтому будет интересно, если напишите в комментариях, как у вас сейчас с работой. У меня становится ощутимо меньше заказов. Летний сезон, он считается у меня прибыльным и денежным, но что-то сейчас я особо не вижу каких-то заказов на июнь, июль, август. Вот. Я фотограф, для тех, кто не знает, кто на канале впервые. Добро пожаловать. И, в общем, у меня какие-то трудности с работой сейчас. Я решил устроиться на нормальную работу, на человеческую. В идеале там 2-2 график, чтобы у меня было время на свою фотографию, и чтобы у меня была какая-то подушка безопасности в плане какая-то стабильность в виде фиксированного оклада, чтобы я мог не так сильно переживать по этому поводу, поэтому я походил на несколько собеседований. Опыт тоже, конечно, для меня выход из зоны комфорта, потому что я никогда не работал ни на каких работах, я всегда работал на себя. К тому моменту, когда я закончил университет, у меня уже были заказы на фотосъемки, на веб-дизайн, и как-то я уже зарабатывал больше, чем 40 тысяч, которые предлагались на моей специальности. Я экономист по профессии, поэтому как-то не случилось мне пойти в найм, и до сих пор я вот в свободном графике, на фрилансе, и надо сказать, что мне это очень-очень сильно нравится, очень подходит, но есть вот этот момент с деньгами, что это абсолютно нестабильно, непрогнозируемо, и в том числе это влияет на мою семью, и, возможно, как-то повлияло на решение моей невесты о переносе свадьбы. Вот, в какой-то степени. Я не говорю, что это там какая-то весомая или какая-то невесомая часть, не знаю. В общем, все влияет. Походя по всем этим собеседованиям, я понимаю, что любая работа
в найме, она будет оплачиваться ниже, ну, не любая, опять-таки, не любая, а для меня, да, я рассматриваю свои какие-то работы, на которые я могу претендовать со своим уровнем образования, со своим опытом. В общем, ни одна из этих работ не будет выгоднее, чем моя фотография, мои съемки. Кстати, сейчас приехал как раз-таки со съемки, фотографировал маму с дочкой в Питере. Получилась клевая серия. Сегодня солнышко такое. Сегодня очень-очень сильный ветер у нас в Питере. Но мне кажется, фотки будут клевые. Возможно, вставлю в это видео. В общем, я походил по собеседованиям и понял, что работодатели не могут предложить мне такие же условия, которые я бы выбивал себе съемками. То есть, например, одна съемка у меня там стоит, ну, условно, 8 тысяч рублей. И 8 тысяч в день ты еще попробуй пойди заработай. Ну, то есть это не так просто. Это там... Ты можешь еще заработать, еще там какой-нибудь штраф прилетит потом, и ты вынужден будешь его платить. Короче, работа на себя намного более интересная и выгодная. Вот. В связи с чем я очень активно смотрю на Инстаграм. Не люблю вот это вот рилсы делать, и вот это все как-то оно меня тяготит, потому что я перфекционист, и мне хочется сделать все идеально, хочется сделать все правильно, клево, красиво, чтобы это выглядело прикольно, чтобы это еще сработало и принесло клиентов. Вот. И поэтому я думаю, что многие меня поймут. Напишите в комментариях, у кого также. Все время это откладывается, переносится, короче, куда-то в долгий ящик, и в итоге никогда не снимается. Вот. И я решил как-то это исправить. Возможно, снимать какие-то рилсы не идеально, но пробовать предпринимать какие-то шаги, попытки в этом направлении, чтобы у меня наладился поток клиентов стабильный, чтобы мне не пришлось куда-то выходить в найм. Это, конечно, моя цель номер один сейчас. Отсматриваю сейчас видео, которое я записал, и хотел еще добавить, что, конечно, для меня, как для мужчины, это очень больно и неприятно получить отказ на свое предложение. Ну, я утрирую, конечно, да, но в целом так оно и есть. То есть это все равно, что я делаю предложение, дарю кольцо, девушка говорит нет. То есть в моменте предложения, да, она сказала да, но потом она передумала. Вот. И, конечно, это очень больно, неприятно и тяжело об этом говорить. И несмотря на то, что я понимаю, почему она так делает, все равно мне это очень больно и неприятно, да. По поводу предложения тоже, как я его делал, это вообще это отдельная история. Кольцо не налезло. Опять-таки, я не рассказываю какие-то там подробности. Часто там люди не понимают, как об этом можно говорить, но я вас тоже понимаю. Но это моя история, это мой опыт, это я выбирал это кольцо, это я готовился, я делаю предложение, и мое кольцо не налезает. В общем, я говорю только о себе. По поводу того, что я хочу жениться именно на этой женщине, да, несмотря на то, что там сейчас она мне говорит нет, я пытаюсь с максимальным пониманием к этому отнестись, не психую, не обижаюсь, не убегаю, а даю пространство, делаю шаг в сторону, даю пространство для маневра, для воздуха, там, для принятия решения, вот. Потому что это очень серьезный такой момент. Мне вообще там свадьба это не нужна, да, и я условно там считаю, что ничего после свадьбы не меняется. Но там знаю, что для женщины это очень важно. И у меня уже был брак, а у нее не было. И поэтому для нее это там очень волнительно, как это все будет. Я ее понимаю, поддерживаю. Вот. Поэтому стараюсь быть рядом, понимающим и пытаюсь сделать все, чтобы скорее исправить эту ситуацию. Вот. Но это не отменяет того, что это обстоятельство очень ранит меня. Вот то, что я хотел добавить. Из последнего, что у меня защемило седалищный нерв. Это рубрика «Кому за 30?», вот, а мне 30, и у меня вообще, я считаю себя здоровым человеком, у меня никогда ничего не болит. Если я болею, то быстро очень выздоравливаю. И, в общем, вчера ночью что-то произошло в 5 утра. Я вскакиваю в 5 утра с подушки вместе с одеялом, с подушками. Оксана в шоке, что происходит. Я вскакиваю просто с глубочайшего сна. Девушка звонит. Сейчас отвечу, секунду.
Отвлекла меня. Что я хотел сказать? Про свой нерв. В общем, в 5 утра я вскакиваю с ужасной болью в ноге. Какой-то вообще, как будто меня бьют током. Я не понимаю спросонья, что произошло, как произошло, откуда, что. У меня ничего не болело. И тут такая адская, резкая боль. В общем, я вскакиваю просто в шоке. Боль через 4-3 секунды, слава богу, она прошла. Но потом такая же ситуация повторилась еще днем, когда отвозил девушку к метро. Вот. И, в общем, теперь я на таблетках, написал знакомым. У меня много в окружении знакомых врачей. Вот, всем написал, всех, кого можно, поднял. Они прописали мне лечение, невролог, все в порядке. То я вообще в шоке был от того, что это возможно. Это очень страшно. И я надеюсь, что это больше никогда не повторится. Не знаю, у меня все в порядке со спиной, нет никаких грыж, нет никаких протрузий. Я не устаю. Каких-то физических нагрузок каких-то у меня в последнее время не было, то есть все в достаточно таком простом, обычном режиме, и тут вдруг такое. В общем, я очень сильно напугался, сижу на таблетках, на НПВС, на обезболах, вот, надеюсь, что это все какая-то нелепая случайность, но самокрутка в голове имеется, я там думаю, что это может быть, и гуглишь в интернете, знаете, это чувство, и там написано, что у тебя там самое плохое все. Вот. И по этому поводу расстраиваешься. Что еще? Купил домой кулич. А что происходит? Почему у нас куличи вот такой красивый? Давно ли куличи стали стоить 500 рублей? Скажите, ребята, не всегда так стоили? Напишите в комментариях. Сейчас пойду угощать свою любимую. Зашел еще в Вольчика, взял сосиски в тесте после съемки. Она у меня любит, пойду сейчас кормить ее. Сейчас что-нибудь, не знаю, приготовим. Вечная проблема с готовкой. Что готовить, что приготовить. Хочется все время что-то разнообразное. В то же время времени и желания особо на это нет. Времени готовка занимает прилично. Как вы с этим справляетесь, ребят? Готовую еду обожаем из Вкусвилла. Вот. Но не будешь же все время заказывать готовую еду. Это же откуда такие суммы у простого рабочего класса? Еще есть новость. Как-то сижу на днях, проверяю почту, папку спам, никогда туда не захожу. Периодически открываю, нажимаю удалить все, и что-то черт меня дернул, я начинаю смотреть, что за письма там вообще приходят, и натыкаюсь письмо от сервиса, через который я отдаю своим клиентам фотографии со съемок. Сервис называется Vigbo, сложное название, мне кажется, для восприятия, но тем не менее. В общем, нахожу письмо от Vigbo, пишет менеджер: Александр, ваши фотографии очень часто печатают ваши клиенты, то есть я, когда отправляю ссылку на готовые фотографии с нашей съемки с клиентами, они пролистывают, и там в конце очень красиво предлагают распечатать на холсте фотографию, распечатать фотокнигу или распечатать просто фотки. Вот, я знаю, что многие любят печатные именно фотографии. Часто мои клиенты, а я даже не знал об этом, заказывают именно печать своих фотографий в этом сервисе. И они мне пишут письмо о том, что мы хотели бы подарить вам фотокнигу, любую на ваш вкус. Пришлите нам фотографии, которые бы вы хотели распечатать, и мы вам подарим книгу. Я оформил огромную книгу. Я не знаю, насколько там, разворотов 50, наверное. Она такая в тканевой обложке. Очень красиво. Они прислали пример, как это будет выглядеть. Я сделал макет, оформил все это дизайнерски, как я вижу, как мне нравится. Если честно, там, если посмотреть на эту книгу, я очень ее жду, мы вместе, я ее обязательно покажу. Если ее открыть и полистать, она, мне кажется, будет очень клевая, но с точки зрения там дизайна кажется, как будто, ну а что здесь, просто фотографии там на полный листок, либо там чуть-чуть уменьшено. Но по факту мы с девушкой занимались ее оформлением около, не знаю, часов 4, наверное, 5. То есть это все занимает какое-то время. Вот. Нам уже не терпится ее получить, пощупать, посмотреть, разглядеть. Она получилась огромная. И реально, ну, как бы распечатали бесплатно, ничего за это не попросили. Я не блогер, но тем не менее, вот получу свой первый подарок от бренда, от сервиса. Это безумно приятно. Обязательно распакуем. Планирую снять на YouTube.
а также в Инстаграм. Посмотрим, что из этого получится. У меня, не знаю, какая-то тревожка начинается, когда я думаю о том, как я буду записывать рилсы. Вот. Хотя опыт в целом такой есть. Мне есть что рассказать. Я сам очень люблю смотреть такие простые какие-то видео, как живут другие люди, куда они ходят, что они делают по дому. Как-то, не знаю, могу рандомную бабушку включить какую-то, попасться мне в рилсах, какая-нибудь бабулечка, которая показывает свою распаковку продуктов из пятерочки, и как-то это так тепло и интересно почему-то. Я не знаю, не могу это объяснить. И я думаю, что среди моих зрителей тоже есть такие люди, которые смотрят подобный контент, судя по тому, что вы подписаны на мой канал простого парня из Петербурга. Пошли кормить девушку куличом. Я думаю, она сейчас будет пищать от восторга. Блин, приехал в садик за дочкой и не купил никакую вкусняшку. Сейчас надо, наверное, в Магнит будет зайти, купить какое-нибудь яблочко. Я обычно всегда что-нибудь привожу. А сегодня что-то я в своих мыслях вскочил, поехал. И вот такая вот ситуация неприятная. Сейчас посмотрим, может, с ней вдвоем зайдем. Детский сад на занятия, не хотите к нам прийти? Взял что-то покушать? Зайкин, я забыл, представляешь, яблочко. Сейчас дома будешь есть. Сейчас дома тебя вот... Что, все забыл? Да, вообще все забыл, представляешь, первый раз такое, да? Да. Папа обычно что-нибудь приносит вкусненькое. Фух, доброе утро. Мой альбом готов. Поступила смс-ка от СДЭКа, что можете приезжать, забирать свой заказ. О, как холодно в машине, заводим скорее. Сегодня получил отзыв от клиентов на нашу съемку. Вставлю его где-то здесь. Очень приятно читать такие слова. Остались довольны нашей съемкой. Фотки получились клевые, солнечные. С погодой повезло. И такая память останется на всю жизнь. Я сегодня еду на очередную съемку для бренда. Съемки, много съемок, денег мало. Поехали, заберем альбом мой, распакуем, пока у меня есть время. Специально заранее вышел из дома. Полистаем, покажу, расскажу. Мне кажется, там такая красота вообще должна быть просто нереальная. Забрал книгу. Офигеть. Такая вот беленькая. Как запечатана. Все. Я уже вижу фотографию. Интересно, как так открыть, чтобы потом на рилс еще раз открыть. И защиту уголков. Спасибо команде Вигбо за эти эмоции, за это ожидание, распаковку. И что мне очень понравилось, что ребята ничего не попросили взамен. То есть никаких там видео, фото, им не надо ничего. Просто чтобы я был доволен. Это работает еще лучше, чем если бы они попросили. Потому что и так это сделаю, потому что мне приятно получить такой подарок. Кстати, я зашел в личный кабинет этого сервиса. Там написано, что у меня 3500 рублей. Поэтому я могу заказать в целом еще такую же книгу. Ну нет, по-моему, это подороже стоит. Как я обожаю, когда мои фотографии оживают. Одно дело видеть фотки на экране, и совсем другое, когда ты можешь подержать в руках, вот она еще тут в слюде, вот такая толстенная книженца, огромная, просто нереальная. Жизнь — это не количество прожитых дней, а моменты, которые мы помним. У меня хоть руки-то чистые? Подождите, я не знаю, как показать. Это я еще ее не открыл. Обалдеть, она огромная, конечно. Я еще делал вот такие развороты во всю книгу. Это пляж на Бали. Я решил посвятить этот альбом именно нашему путешествию на Бали. Мы хотели бы иметь фотографии в распечатанном виде с отдыха, с нашей зимовки. Вау. Я все-таки решил перезаписать этот кусочек из машины, потому что там свет плохой и дергается все, некомфортно смотреть. Поэтому решил записать отдельное видео, несколько разворотов покажу. Огромное еще раз спасибо компании Вигбо за то, что подарили мне такой подарок. Это вообще... У меня просто нет слов. Мы с девушкой в невероятном восторге остались от этой книги. Страницы толстые, печать идеальная. Но я не знаю, что
что может быть лучше. Текстура самой книжки вот такая тканевая, очень приятная. Все сами видите. Не знаю, как их рекламировать, потому что, насколько я понимаю, там просто книжку у них заказать не получится. Нужно сначала прийти ко мне на съемку. Шучу, конечно, можно. Обиделся. Оксана меня сфотографировала. Конечно, можно распечатать книгу, и мне кажется, это отличная идея для подарка. Вот если не знаете, что подарить человеку, или у человека, например, часто такое бывает, что все есть, и в целом ломаешь голову, не знаешь, что подарить, то вот такая вот книжка, или, например, сертификат на съемку будет отличным подарком, мне кажется. Особенно взрослым людям, мамам, бабушкам, тетям, там, сестре, брату, не знаю. Мне кажется, это очень крутой подарок. Я сам неоднократно дарил, и книги дарил, и, понятно, я фотограф, и друзьям дарил сертификат на свою съемку. Это всегда очень многое вызывает эмоций, и потом остается на всю жизнь, на память. Не буду все до конца показывать, покажу свой любимый разворот. Это море. Так, сейчас. Секунду. Вот этот разворот. Обожаю вообще. У меня еще обработка такая, я люблю такие яркие фотографии, насыщенные. Но я думаю, вы заметили по альбому. Тем более, что на Бали такие невероятные закаты. И еще и виды в целом. Сейчас еще покажу рисовые поля. Секунду, где-то тут. Вот этот. На день рождения поздравляли, звонили, плакала. Вот. Рисовые поля всюду, везде. На Бали. И прям целый разворот посвящаю им. Вообще, напишите в комментариях, как вам книга. Будет интересно почитать. А если вы из Питера или будете в Петербурге, пишите мне, с удовольствием проведу для вас съемку и сделаю фотографии, которые потом можно будет вот так красиво распечатать. Вау.